У меня потери в моей группе с 12 человек 3 200. Остальные все, включая меня, госпиталь. 2 контуженных, 1 дважды контуженный, тяжело это. Вот, размотало, то руку мне прострелили руку. Вот, то есть все стрелянные, все минозорные, осколочные, все. Все, и так по одному, по два погнали. Вот это позиции кацапов были. Выбили. Заходила 128-я, и мы шли. Они с танчиками и броней зажали, зашли с той стороны, зашли по полю. И они с этой посадки ушли. 115-й? А фантом там на месте? Димончик, отойди на 100 метров и постой. Я скажу, когда мы пойдем. Мы на секунду остановимся. Как принял? Что ты? Вот мы идем до конца вот той посадки, зеленки. Вот она и делает изгиб. Поэтому вот мы сейчас, если заходим, то там, грубо говоря, уже серая зона, буквально 100 метров. И они могут там шокаться. Бэха может стоять в посадке, шогун. Мы выдвинулись продолжать движение. Как принял? Их цели не дать нам зайти дальше. Все. Только мы заняли зеленку, они отходят. Во-первых, они нам накидают, пока мы дойдем до них. Кого-то из наших за 200, за 300, это они отходят, их рота начинает работать по нам. Поле вот это, оно не стоит того. Что мы здесь сидим, сверху вниз смотрим, туда мы спустимся вниз, будем сидеть внизу. 115-й батальон, он всегда находится на передке. Это вот батальон Мелитопольский. А уже добавляли нас тут, в Запорожье, гуляйпольские, пологовские пацаны, запорожские пацаны. В основном, в подавляющем большинстве, хлопцы, уже их войной не напугаешь. Димон Фантом, вот мы с ним в Малиновке познакомились, штурмовали Малиновку. И с тех пор вот так вот у нас вооруженный нейтралитет. Димон, не, золотой человек. И главное, что они бесстрашные. Что вот эта вот винтовка, это я ее получил и передал ему, потому что он говорит, ну надо. И я говорю, бери, потом мы ее списали с меня, отдали ему, и благополучно пускай работает. Пускай работает, потому что он в этом понимает, он это умеет. Умеет, пускай трудится. Все. Тяжкого озброєння поблизу нема, тому що ми його зразу хоронимо. А маленькі окремі групи, котрі передвігаються, вони фактично на місці не залишаються, вони постійно двигаються. Дуже велика кількість артилерії, вона набагато перевищує нашу. Якщо вони б'ють в хаотичному порядку, то ми поки ми будемо впевнені, що ми 100% попадемо, тоді ми стріляємо. І це ефект. Наша розвідка працює краще, ніж їхня. Мы пользуемся гражданскими беспилотниками. Он не защищенный. Там пытается что-то. Военный беспилотник должен запускаться с тыла, лететь и не выдавать позиции. Что толку, когда мы отсюда поднимаем 100 метров, а ему батарея садится там полчаса. Он поднял, он его не успеет даже вернуть. То есть ему надо максимально близко подобраться. И работа умственная превращается в работу такую на выживание. Палит позиции пацанов, палится птичник сам. Уважаю, здоровья, джентльмен. Тоже 115-й? Гордость украинской армии. Я обычный гражданин Запорожья, гражданин Украины. Работал до войны на Запорожстале. Пришла война, пришлось идти защищать свой родной дом, свой родной город, там, где у меня сын живет, чтобы ему спокойно дома спалось. Ну, сам себя 2-3 дня оборудовал, так что более комфортно было бытовать, прятаться от дождя, от врага, от налетов, так сказать. Вчера этот окоп мне жизнь спас. Артобстрел был, предположительно САУ или танк. Русские вчера разгулялись, но, как видите, живы-здоровы все. Зубы затупят о нас. Разведка воюет секатором. Для разведчика, как и для снайпера, саперная лопатка и секатор. Не ломаешь, не рубишь мачете, там, секатор. Срезал ветку, срезал, вылез, чик, наблюдаешь, то же самое. Камеру включил и все. Приходят люди, говорят, я хочу быть у вас. Я говорю, ну, у нас большая смертность. Меня устраивает. Должна быть, какая-то внимательность и осторожность.
Все, которые кричали «давай, давай», бегали под обстрелами, уже этих пацанов или убили, или они стали такими осторожными, что он 35 раз подумает. Вот я сказал ему «иди», он идет. Сказал сидеть сутки, сидит. Я сказал «сиди здесь, сейчас приедет за тобой». Передал по рации, заберем через 1,5 суток, когда машину сделают. Все, ну вот так. Знаешь, он все записывает, снимает. У командира большая проблема. Тебе надо найти консенсус. Уговорить 30 человек, которые не хотят, допустим, копать или тянуть что-то, при этом не стать их врагом злейшим, но и при этом ты должен выполнить приказ, и чтобы командир, который над тобой, не сказал, блин, тебе что-то поручить, ты никогда не сделаешь. Хороший командир – это хороший предприниматель. Вот я видел командиров, которые плохие предприниматели, на гражданке становятся. Он отслужил, все, он плохой предприниматель. Но я никогда не видел хорошего предпринимателя плохим командиром. Есть люди, которые считают, что ТРО должно скаты вот там на блокпостах сторожить и мешки с песком. Если надо воевать, мы будем воевать. Без проблем. И здесь будем воевать. Ну так надо чем воевать. Знаешь, воевать надо чем-то. Тебя должны посадить в броню. Знаешь, сказать, что это, ну, на всех брони не хватает. Дорогие друзья, у нас была куча времени готовиться к войне. Куча времени у нас было готовиться к войне. Почему я должен сказать 20-летнему пацану, ты сегодня умрете? Почему? Потому что мы делали дороги, а не строили БТРы. Вот у нас Luxury Village. Поэтому, если вам говорят, что тероборона плохо ест и плохо не верьте. Все нормально. Вон и банка оливок такая же. Так, вот это наша, это моя любимая комната. Это оружейка. Тут все есть. НВАЛ. Честно отжатый 128. БК. Мины Монки. Это Стингер. АТ. Вот это Родина дала. Вон они, АТшки, АТшки. А вот покемон трофейный. Наши шмелем шуранули в бета. Попали шмелем, ему кабину снесу. Снесу башню ему. Мы выдвинулись на следующий день и поискали его. Кстати, вот с Димоном Фантомом, вот этим. Выдвинулись к нему, нашли башню. Вокруг 4 200-х валялось. Уже самоварами, без ног, без рук. Кацапы размотало их. Вот. Пособирали документы, забрали телефоны, стопку вот такую документов. И сняли с башни ПКТ. Вот в него он воевал у Димона там, пока в него не прилетел осколок. Прилетел осколок, он мне говорит: Саня, если ты что-то сделаешь, а я сделаю. Вот сюда надо приварить теперь Пикатини, постановить коллиматор. Если приварим сюда, установим ночник. Вот сделали крепление, оно съемное на 2 болтах. Сделали, это уже я варю. И вот это вот, и сошку. И работает он. А у нас есть короба, но мы приловчились. Американские рюкзаки взяли. Лента на 500 патронов. Второй номер несет рюкзак. У меня в рюкзаке лента на 250 патронов. Покемона поставил, рюкзак снял. Чик. О. И с открытого рюкзака подается лента. И все, и стрелять. Не надо тянуть короба, потому что с коробами целый геморрой. Короб не бросил, ленту бросил, да и хрен с них, если что. В кубиках динамической защиты 2 пластины стоят. Вот так. Когда кумулятивная струя пробивает, оно срабатывает, детонирует и срабатывает навстречу. Вот в ней пластид. Гексоген с пластификатором. Белый он такой. И вот оно срабатывает навстречу. Ну вот, для того, чтобы подорвать не разорвавшуюся мину или что-то, вот Родина нам ничего не дает. Поэтому мы ковыряем их. И как источник пластида отлично работает все. Это Стингер стрелянный, которым подбили К-52. Это пацаны Фантома. Они сбили 2 вертухи за один подход. Иглой стрельнули, стрелой и Стингером. И этот Стингер, он говорит: Саня, я тебе просил, там у меня есть паренек, который музей хочет сделать. И вот это он всякий такой хлам стрелянный собирает. Вот, давай. Вот это вот патрон 5,45 автоматный. Вот это вот для покемона, ПКТ патрон. А вот это вот, красавец, для 12,7. Вот это беттера разматывать в одну калитку. И бэху размотает, я думаю, если удачно попасть. И у нас таких 2. Мы снимаем их сразу с лафетом. Это корт 12,7. Сняли с танка.
вот который мы танчик отжали, а второй снятый из подбитого, а этот с танчика, который кацапы не смогли завести и бросили его. Это каждый человек, который у него есть какая-то придурь, которую вот он думает, что вот так и должно быть. Он считает, что разведчик, у него нож разведчика в зубах, он ползет, пробирается бесшумно в окоп, куда никто, даже кошка не пролезет, берет пленного, языка берет. Надо, если какой-то жопок, это пулемет, надо проверить, давайте разведчиков пошлем. Как будто разведчик, он вот так боком стал, и как фольга прошел в тыл врага. Вот. И разведчика точно так же видно в тепловизор. Разведчик точно так же бежит по зеленке. Его точно так же, если осколок прилетит, точно так же его размотает. Я приду, буду заниматься тем же, чем и занимался, вот, строить, и у меня и получалось, и деньги нормальные приносило. Ну, единственное, что я буду меньше времени уделять работе. Ну, больше времени уделять семье, друзьям. Не думать, что какую там плазму побольше купить, а чтобы и так мы с женой полмира объездили в теплые края. Вот. А так я буду еще больше ездить. Ну, дай бог, чтобы живы были.